Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Всегда говорю, что лучше творить, чем вытворять. И самая лучшая форма из тех, что есть в лоскутном шитье, это квадрат. Да, нестареющая классика. Разберем кусочки ткани, выкроем квадраты 10 на 10 сантиметров, а потом немного помедитируем над ними и вуаля! Все бы так получалось по щелчку пальцев. И уже готова составлена простая раскладка. Девочки, показываю самый простой и рациональный способ работы. Все эти мелкие квадраты сшиваем вместе. Сначала соединяем детали первой и второй колонки, потом третьей и четвертой и так далее. Чтобы не запутаться, все пары, которые будем шить, сложим стопочкой. Сшьем сразу же весь вертикальный ряд гирляндой. Нитки не обрываем, никаких дополнительных стежков между деталями не делаем, шьем в стык. Почему специально об этом говорю во всех видео? Потому что когда детали лежат ровно, уголочки стыкуются идеально. Знаете, девочки, с чем я столкнулась? Предлагаю своим домашним пользоваться моими ковриками и сидушками в быту. А мне отвечают: ты что, они такие красивые. Нам бы что-нибудь попроще надо, чтоб сидеть можно было. И попросили на сайте интернет-магазина «Любимый Василек» заказать подушки для стула. Простые, не марки, темные. Вот посмотрите, у них есть 2 пары завязок. А бабушка попросила длинную перинку. У нее в саду есть любимая скамейка. Девчонки мои попросили себе обновки. Простые футболки, бежевую и черную, и ночную сорочку. А для сына футболка с застежкой пола. В общем, сейчас у нас подарки для всей семьи. Для бабушки ночные сорочки и все вещи очень хороший хлопок. Это натуральные ткани. Носки нужны всем и всегда. А себе любимой новое платье. Очень красивое и длинное. 3 полотенца одного цвета, но разного размера. Полный комплект. Изумрудно-зеленое – это маленькая махровая салфетка. Это на работу руки вытирать. И смотрите, какая прелесть. Красивые кухонные полотенца с рисунком и добрыми словами. Полотенца такие есть с разной тематикой. И, конечно же, в каждом интернет-магазине ищу новые ткани. Делаю запас. Пусть будет голубая – это дорожка. По своему опыту скажу, что это лучшая ткань для кухонных полотенец. А фиолетовая – это бязь. В лоскутном шитье нужны ткани с мелким рисунком. Дорогие девочки, всем рекомендую почаще заглядывать в этот интернет-магазин. В нем бывает лоскут на вес. А по промокоду POLY10 действует скидка 10% на ткани на отрез. Когда мы прошили все ряды, у нас получается очень интересная конструкция. Все квадратики держатся на соединительных швах. Вот на этом этапе надо обязательно все проутюжить с паром, а припуски на швы в каждом ряду заутюжить в разных направлениях. А дальше мы уже прошиваем полотно по горизонтали. Все уголочки уже на месте, ничего не убежит, лишних утолщений нет.
Когда готова верхняя часть, готовим сэндвич. Ткань для обратной стороны, синтепон, красивая лоскутная часть. Все слои закалываем английскими булавками для квилтинга. Они изогнутой формы. А дальше просто прошьем, простегаем наш сэндвич в шов. Стежка в шов по квадратам – это самый простой способ работы. Но и у него есть свои хитрости. Во-первых, ваше полотно должно лежать ровно на одной плоскости с игольной пластиной. У меня простая бытовая швейная машинка, поэтому, чтобы выровнять высоту, пользуюсь самодельным приставным столиком. Дальше все полотно должно быть тщательно сколото. Третье. Стежку начинаем с одной стороны, доходим до низа. Следующий шов также начинаем с верхней стороны. Отшитый край, чтобы не мешался, сворачиваем трубочкой. Эти несложные правила помогут избежать наплыва ткани, что часто случается при стежке по квадратам. Когда выполнили стежку, отрезаем лишнюю ткань. В принципе, у нас и так уже получилась красота. Но нет предела совершенству. И у меня нашлась узкая тесьма. С одной стороны, на ней есть какой-то напечатанный рисунок, но он нас совершенно не интересует, потому что с другой стороны эта тесьма благородного темно-синего цвета. Проведем эксперимент. Швы закроем этой тесьмой. Просто накладываем ее сверху и пришиваем на швейной машинке. Сначала один край, потом другой. Творчество, на то и творчество, чтобы придумывать разные варианты и смотреть, что же из этого получится. Результат ведь может оказаться совершенно неожиданным. Но кто не рискует, тот не пьет шампанского. Ну что? Очень даже симпатично. Что вы будете делать с вашей заготовкой, вы будете решать сами, когда сошьете. А мне хочется на своем диване видеть такую симпатичную декоративную подушку. Задник подушки сделаем из двух частей. Одну большую простегаем квадратами с синтепоном. И приготовим еще полоску ткани шириной 10 сантиметров. Сложим ее вдоль пополам и к ней пришьем застежку-молнию. Потом к верхней части молнии присоединим большую деталь. Когда все готово, сформируем клапан. Глубину клапана отрегулируйте сами, ориентируясь на размер лицевой лоскутной детали. Затем просто прошейте этот клапан на швейной машинке. Обе детали подушки соединим, прошьем по периметру на швейной машинке, а потом обработаем открытый срез бейкой. Простой,
прямой полоской ткани шириной 5 сантиметров. Как это сделать, я уже неоднократно показывала в своих роликах. Но повторение – мать учения. Внимательно посмотрите, как обрабатываем угол и формируем складочку. Пришитую бейку отворачиваем на другую сторону, расправляем углы. Бейку дважды подгибаем и прошиваем. Можете это сделать сначала вручную, а можно сразу шить на швейной машинке. Шов прокладываем по лицевой стороне в шов. Строчка потом закроется наплывающей тканью, и все будет очень красиво и аккуратно. И все. Получилась очень красивая декоративная наволочка-пижамница. В нее можно поместить небольшую готовую подушку, а можно хранить принадлежности для сна. В сегодняшней работе подобрали спокойные, неяркие ткани, и она хорошо впишется в интерьер. Так вот, совсем небольшая деталь – использование тесьмы преображает лоскутное шитье, добавляет новую нотку – изюминку. Изумительная декоративная подушка. Вы же понимаете, что я дала вам идею. Шейте, творите. У вас все получится гораздо лучше, красивей и интереснее, чем у меня. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!